Ну вот, прошел месяц с того момента, как я начал записывать эти видео в попытке поделиться своим опытом правозащитной деятельности, как я отстаивал свои, прежде всего, интересы соседей, интересы жителей Горячего Ключа, Краснодара, то есть близких мне людей в буквальном смысле. На удивление, я этому безумно рад тому, что вы поддержали этот проект, прежде всего своими просмотрами. За прошедший месяц в общей сложности более 100 видео разного формата, разного содержания я сделал. В среднем по 3 видео в день получается. И эти видео просмотрели больше 42 тысяч раз. В общей сложности около 600 часов только за месяц. Если честно, я очень приятно удивлен, и большая благодарность вам за то, что вы заметили этот проект, за то, что вы приходите и пишите комментарии. Я вас призываю писать как можно больше комментариев, потому что тем так много, и я стараюсь говорить, так сказать, из своего опыта, и по 2 странам, где я дольше всего прожил, то есть это Россия в разных городах и Испания, где я 2 года уже, соответственно, наверное, тут и другой опыт интересный, испанский, потому что он у меня свежим взглядом, и я так о наболевшем, в общем-то, говорю. То есть это мой текущий опыт. Ну а российский, все-таки я там прожил многие годы, и, соответственно, могу уже обобщенный опыт давать, так сказать, и не на одном, не на 2 опытах, а уже обобщенный опыт мой, моих соседей, других людей. Но я жил и в других странах помимо этих 2, и учился в других странах, поэтому приходите в комментарии, задавайте вопросы, пишите свои предложения, о чем рассказать. Я, к сожалению, не могу пока давать вам более детальных предложений, неких, если хотите, инструкций, готовых шаблонов документов, потому что просто не хватает на все это время. Мне нужно дальше учить испанский язык, мне дальше нужно интегрироваться в испанскую жизнь. Я все еще в подвешенном статусе просителя убежища, так что, видимо, мне нужно быть в таком подвешенном статусе ровно до того момента, пока я не выучу испанский язык до более-менее свободного владения, и тогда им скажут: ну все, испанский ты выучил, вот тебе документы, теперь можешь передвигаться по всему Евросоюзу. Наверное, так. Вот, поэтому я думаю о том, чтобы сделать некий специальный закрытый канал, где я буду давать специальные, буквально шаблоны документов и готовые какие-то образцы, которые вы можете использовать, буквально поменяв, вставив свою фамилию в будущем. Поэтому особенно важно, чтобы вы приходили в комментарии под видео, писали, что конкретно, на что уделить внимание. Возможно, я какую-то должен область персонально изучить. Возможно, например, чего не было рядом со мной не случалось, но я знаю, что это наболевшая тема.
рассказать о правах и обязанностях, ну, вернее, о правах, конечно, в большей степени, многодетных семей. Возможно, этому надо уделить больше внимания. Возможно, нужно уделить внимание, это зависит от вас, вы мне напишите, нужно или нет, уделить внимание договорным отношениям, допустим, студентов и учебных заведений. Медицинская тема прошла несколько мимо меня в России и, к сожалению, очень сильно затронула меня в Испании. Вот, возможно, по России я должен эту тему особенно исследовать. В общем, мыслей много на самом деле. Я не знаю, за что хвататься, и от вас зависит, от ваших комментариев, чтобы вы мне написали, что в первую очередь, я на свое усмотрение пока выбираю, что может быть интересно, но вы мне подскажите, как это лучше сделать, и я под вас подстроюсь. Пишите свои, еще раз говорю, пишите свои индивидуальные случаи, какие-то ситуации, чтобы я мог их разбирать, анонимно, естественно, и на вашем примере помочь кому-то еще. Было бы классно. Огромное спасибо за то, что вы ставите лайки. Несколько, конечно, огорчает то, что мне приходят и пишут какие-то прозвища, обзываются, извините, как в школе. Неужели вы думаете, что я в свои под 50 лет буду обращать внимание на комментарии по поводу моей картавости? Уж чего-чего, но этого я наслушался за все это время. И бытовой антисемитизм, он в России всегда был, он всегда будет. Вы не поверите, но будучи студентом, у меня были длинные волосы до плеч. Хотел походить на Курта Кобейна. Вот. И за это я тоже отхватывал. Ну, может быть, написать, что я теперь лысый чибис. Когда-то я был очень волосатый. Ни то, ни другое от меня не зависит. Это, в общем-то, во многом генетика. И хочу, не хочу, я такой, как есть. Поэтому, ну, пишите свое мнение негативное. Тоже интересно посмотреть, на что, так сказать, готов хейтер, чтобы меня оскорбить. Основная благодарность за то, что вы смотрите, за то, что я смотрю, смотрите достаточно длинно, и вам еще раз спасибо. Жду от вас уточнения, какие темы затронуть, что вам больше интересно. Россия, Испания. Возможно, нужно рассказать вам немножко про Бельгию, где я жил. Возможно, нужно рассказать немножко про Великобританию, конкретно Англию, где я учился. Ну, в общем, подскажите мне, что вам было бы более интересно именно вот в плане житейском, юридическом таком. Я вам попробую эту тему тоже осветить. Огромное спасибо. Всех нас поздравляю с тем, что мы за месяц сделали больше, еще раз говорю, больше 42 тысяч просмотров, суммарно около 600, больше 600 часов просмотрели. Я стараюсь сделать видео не очень длинными, но иногда, вот что называется, вхожу в раж, и хочется прям говорить, потому что и то, и все есть сказать, что поэтому иногда видео получается слишком длинный, чем мне бы хотелось, но с другой стороны, я считаю, что функция перемотки есть для того, чтобы вы могли перемотать. И, наверное, когда-то я начну ставить тайм-коды, и, наверное, когда-то я начну более детальное описание писать к роликам, но пока у меня на все не хватает времени, и поэтому as is. Спасибо, поздравляю, месяц, по-моему, полет удачный, успешный старт проекта.